Христос воскрес! Друзья, благодарен за поддержку канала, за поддержку нашей деятельности по созданию субтитров на иностранных языках, чтобы люди во всем мире могли знать о том, что происходит в Украине. Очень важно информировать, очень важно прорываться через такую информационную блокаду и доносить правду до тех, кто желает ее слушать. Сегодня такой день фотографий. Смотрим с вами фотографии. Начнем с поста в Фейсбуке заповедника национального Киево-Печерская лавра, где говорится о том, что 4 мая, то есть вчера, комиссия ЮНЕСКО, представители Киевского офиса ЮНЕСКО прибыли как раз в лавру. И, в общем-то, одну фотографию мы уже видели. И давайте же посмотрим следующие фотографии, которые очень-очень яркие, очень-очень красноречивые. И мы можем видеть такие вот следы крепких хозяйственников, людей, которые ничего не делают на территории Верхней Лавры, которые, похоже, доводят ее до ручки, но хотят дорваться уже и до Нижней Лавры, чтобы выгнать оттуда монахов, выгнать оттуда представителей Украинской Православной Церкви, чтобы там уж показать все результаты своего хозяйствования. Ну и, безусловно, мы можем увидеть с вами цель этого всего. Цель того, что эту комиссию позвали в Лавру. Они не были на территории Нижней Лавры, только по Верхней прошлись, посмотрели какие-то объекты. Стороны договорились оперативно подготовить информацию для подачи ЮНЕСКО расчетов касательно объемов и стоимости работ на конкретных памятках заповедника для дальнейшей реставрации. То есть все равно упирается в финансовый вопрос. Вероятно, никакие другие вопросы Максима Остапенко просто не интересуют. Это исполняющий обязанности заповедника и один из героев моих недавних блогов. То есть ЮНЕСКО не беспокоит такое сохранение архитектурного памятника, как вот те странные идеи Максима Остапенко, когда вместо специализированных учреждений он хочет использовать как раз лавру для создания таких медико-реабилитационных центров. Ну, в общем-то, с его взглядами на жизнь это неудивительно, потому что похоже, что все ради прибыли. А вот еще фотография от одного из подписчиков канала, который был на территории лавры, делал там некоторые снимки, и вот с территории лавры сфотографировал купола и кресты Успенского собора. Мы можем увидеть все те потемневшие кресты, и мы можем увидеть, что теперь и купола почернели. Мне интересно, вот на это обратит внимание заповедник? Может быть, начнет приводить какой-то красивый вид все эти купола? И, насколько я знаю, подписан договор с религиозной структурой ПЦУ о том, чтобы они могли служить в Успенском соборе каждое воскресенье. И, может быть, религиозная структура ПЦУ наконец-то начнет вкладывать в то здание, в котором проводит свои службы, и хотя бы пальцем о палец ударит. Потому что Максим Остапенко огульно обвиняет представителей Украинской Православной Церкви, которые подняли лавру из руин, но в то же время почему-то забывает сказать, что неплохо бы и новой религиозной структуре, которой так хотелось быть представленной на территории лавры, участвовать в жизни этой самой лавры и также реставрировать какие-то памятки. Но хотя мы понимаем, все это делается совершенно с другой целью. И вот сегодня я получил ответ на вопрос какой. Есть такой телеграм-канал Churcher. Он очень-очень такой вот про-ПЦУшный, про-УГКЦ. И они, безусловно, там очень критически настроены к Украинской Православной Церкви. И они описывают одну из служб, которая прошла в Турции, и показывают там роль Михаила Каманского, епископа Константинопольского патриархата в Украине, в Киеве. Вот именно он как бы там служит в Андреевской церкви. И, как мы знаем, она была Верховной Радой во времена Порошенко передана Фонару. И вот здесь говорится, что, скорее всего, все идет к тому, и он, вероятно, выступает определенной такой фигурой, определенным переговорщиком для того, чтобы и Киево-Печерскую лавру, и Почаев отдать и сделать ставропигией патриарха Варфоломея, сделать ставропигией Фонара. И, возможно, вот будут договариваться с разными организациями, в том числе будут предлагать ПЦУ, что она сможет открывать свои приходы за границей. Как мы знаем, согласно документу, согласно грамоте, они этого не имеют права делать. И будут как-то договариваться с УГКЦ, которые очень-очень, хотят быть представлены в Почаеве. И вот здесь, мне кажется, вот все вполне тогда становится понятно. Была создана проблема, как в 90-е годы, я об этом писал в телеграм-канале «Опиум для народа», и там же есть ссылочка на этот пост Чорчера, если вы захотите почитать, или сделайте скриншот и почитайте. И, в общем-то, создавалась какая-то проблема, и тут же предлагалось ее решение. И мы видим такое невероятное напряжение вокруг лавры, вокруг святынь Украинской Православной Церкви. И тут для кого-то
маловерного может показаться, что такая вот связь с фонаром внезапно может оказаться чем-то лучшим, чем те хищнические действия, которые мы с вами наблюдаем сегодня. Хотя на самом деле нет. И мы понимаем, что нет, и ничего доброго фонар не принес. И, к сожалению, не принесет. И все, что мы видим, это атаки на Украинскую Православную Церковь. Это полнейшее пренебрежение правами верующих на свободу совести и вероисповедания. И какое-то страстное желание владеть всем этим церковным имуществом. Но мы же понимаем, что Господь всегда на стороне своей церкви. И Он даст всем нам пройти через все эти испытания, только бы нам сохранить веру. Подписывайтесь на канал Денис у микрофона. Если вам дорого то, что мы делаем, и хотите, чтобы об этом знал весь мир, пожалуйста, участвуйте в сборе в комментариях. И до скорой встречи.